Нелегитимный режим кирпичик за кирпичиком 27 лет выстраивает стену, отгораживаясь от белорусов, не желая ни видеть, ни слышать любое мнение, отличное от мнения диктатора. Одновременно запрещая проводить социологические исследования и опросы. В своем телеграм-канале и YouTube-канале мы провели ряд опросов общественного мнения, конечно, которые не претендуют на социологическую репрезентативность, но вместе с тем они показали, что спустя год репрессий у белорусского народа сформировались твердые позиции по некоторым вопросам. Большинство белорусов, находящихся в стране, на данный момент не чувствуют себя в безопасности. Такой ответ дали 85% респондентов на YouTube-канале. Еще 10% не находятся в Беларуси, многие из которых покинули страну именно из-за угрозы преследования и уголовных дел. И только 5% белорусов чувствуют себя безопасно. Удивительно, что не 3. В данном опросе суммарно на YouTube и Telegram каналах приняло участие 40 тысяч человек. И результаты опроса – это естественная реакция белорусов на действия режима. Единственное, за счет чего режим Лукашенко все еще держится, это, к сожалению, наш страх, который он пытается нам же внушить. Только выступив вместе и сказав твердое «нет» действиям режима, мы можем поменять ситуацию в стране. Второй опрос показал, что белорусы видят свое государство исключительно независимым, несмотря на заигрывание Лукашенко с Путиным по вопросу интеграции Беларуси и России. Это реальная угроза суверенитету Беларуси, и у белорусов есть свое мнение на этот счет. 95% опрошенных на YouTube-канале и 98% в Telegram указали, что Беларусь не должна быть зависимой от России. Беларусь должна быть независимой страной. А 12% из них и вовсе не видят никаких отношений с Россией, даже торговых и партнерских. На Ютубе и в Телеграме проголосовало около 50 тысяч человек. Результаты опроса являются результатом политики Кремля, который продолжает поддерживать нелегитимного диктатора, не понимая, какую реакцию это вызывает у белорусов. Неоднократно я говорил, что это стратегическая ошибка во внешней политике России. Еще один наш опрос показал, что подавляющее большинство белорусов выступает за усиление роли парламента в управлении государством. 82% опрошенных отметили, что выступает за парламентскую или парламентско-президентскую форму правления в нашей стране. Данные опросы помогают понять, к чему действительно стремится белорусский народ. Именно народ, а не диктатор, который возомнил себя представителем Беларуси. Взгляды нелегитимной власти разительно отличаются от мнения белорусов. И в этом главная причина репрессий в стране. Власть, в которой узурпировал тиран. Сейчас на наших платформах в Telegram и YouTube каналах идет голосование по тематике забастовок. Предлагаю принять в них участие, чтобы мы наиболее полно смогли оценить нынешнюю ситуацию и, исходя из этих данных, начать активно прорабатывать план по одному из самых действенных направлений давления на режим – забастовкам. Также пишите в комментариях, какие опросы вы хотели бы еще видеть в наших социальных сетях. Опросы, которые помогли бы нам вместе понять наше общее мнение, мнение большинства о дальнейшем развитии нашего государства.